Всем привет! Сегодня у нас очень интересный, необычный автомобиль, который ломает какие-то стереотипы и кажется, что он будет легендарным, но, как и всегда, есть несколько но. Volkswagen ID Buzz. Наследник легендарного Volkswagen T1. Начинаем. Самое главное, что стоит сказать про этот автомобиль, то, что его будет продавать именно его внешность. И делали его как какой-то шоу-кар, какой-то автомобиль, который может выделить вас как реклама, или вы можете взять его просто для удовольствия. И как и с Volkswagen T1, естественно, основная аудитория, скорее всего, это какие-нибудь необычные ребята-программисты, которым надо красивый автомобиль, или же хиппи, которых уже, мне кажется, как будто бы нет. Сегодня на обзоре у нас максимальная комплектация. Вообще стоимость идет от 60 до 70 тысяч. И, конечно, какие-то минивены или микроавтобусы стоят на порядок дешевле. И за что нам здесь придется заплатить? Конечно же, за историю Volkswagen T1. И за то, что они пересобрали все это и получилось достаточно симпатично, получилось красиво, но при этом не совсем однозначно. ID Buzz, то есть они подразумевают это как микроавтобус. Кто-то может сравнивать их с минивенами, но самое главное, что должно быть в автомобиле для путешествий. Наверное, это запас хода, а на этом автомобиле далеко не уедешь, потому что он полностью электрический, и это, мне кажется, роковая ошибка с точки зрения широкой аудитории, но Volkswagen и не отрицает, что это нишевый автомобиль. Запас хода в зависимости от привода будет 250-260 миль или 400-430 километров, что не так много. Конечно, инфраструктура в развитых странах позволяет заряжать его и все такое, но как же хочется сюда гибрид. Батарея здесь на 91 киловатт-час, но доступна вам будет только 85. А зарядка способна принимать в себя до 200 киловатт. Проблем со скоростью зарядки, естественно, никаких не будет. Привод может быть задним или полным. И на полном приводе разгоняться она будет за 6,6 секунды до 60 миль или 100 км в час. Там плюс-минус 0,1 можете добавить. И вживую она серьезно, в любом случае выглядит намного лучше, чем на каких-то кадрах. И видя ее сейчас, у вас нет такого, что вау, да, что-то попытались сделать, какие-то отголоски Volkswagen T1, а на самом деле выглядит очень хорошо. Но если мы обратимся к деталям, то здесь уже как бы есть какие-то нюансы. Как такового подкапотного пространства здесь нет, но вам же надо куда-то заливать омывайку. Смотрите. Здесь у нас омываечка, заправка кондиционера и технические элементы, доступ к которым вам, скорее всего, не будет нужен. Но в целом, как это все оформлено, достаточно интересно. Вся передняя часть получилась просто вау. Даже мелкие детали. Соты, очень большое лобовое, колеса. Здесь что-то от Rolls-Royce, да? Закрыты, колпаки. Очень хорошо попадают в стиль. Черный автомобиль. Но даже на сайте они почти всегда двухцветные. Верхняя часть остается белой, а нижнюю вы можете выбрать. И брать одноцветный автомобиль, вот такой, мне кажется, просто глупость. Голая цена у нас $70 тысяч за этот автомобиль, но тут есть какие-то допы. Но это не что-то серьезное. Что я имею в виду? Все эти опции и все допы, они в виде рейлингов, либо каких-то элементов багажного отделения. Все в этом роде. В целом общий функционал вы и так получаете максимальный. Докупать, допустим, круиз-контроль вам не нужно. Полностью электронные регулировки, память сидений с двумя профилями обоих передних сидений, перфорированная кожа в комбинации с гладкой, строчка, вот эти также дополнительно оранжевые элементы, интересный салон, блок управления светом. К сожалению, регулировки руля механические, но очень хороший диапазон регулировок. Педальный узел как пауза и плей. Подлокотники и у водителя, и у пассажира
с обоих сторон. Первый раз такое вижу. Руль по всем канонам Volkswagen. Вот это вот, конечно, не особо нравится, потому что все мы уже привыкли здесь видеть какие-то дисплеи по 12-13 дюймов, но зато центральный дисплей, где у нас музыка, все данные, карты. Мы все можем подключить по беспроводному соединению, сенсорные регулировки. Все это работает хорошо. Управление климатом, подогревы сидений. Да, отдельных клавиш на все не выведено, все придется делать через дисплей. Это не так комфортно, но привыкнуть можно. В данной нише у нас 2 USB Type-C и беспроводная зарядка для телефона. Вот так выглядит ключ. 3D камера, парковочный ассистент, динамическая разметка, бардачок. Подстаканники. Здесь же мы можем открывать, закрывать задние двери. Аварийная сигнализация. Очень большое расстояние до лобового стекла. Двойные стойки. Панорамное остекление. Центральный тоннель мы можем поставить на задний ряд, потому что у нас капитанские сиденья. Можем оставить здесь. Можно ставить подстаканники. Вот это у нас скребок для снега. Но изначально эти автомобили были из Калифорнии. Я думаю, вы понимаете, для какого снега. Снег двух видов выпадает. Перегородка-открывашка. Места очень много, высокие потолки. Из-за того, что спереди нет стандартной компоновки двигателя, очень длинный салон и самый большой третий ряд сидений. Есть, конечно, моменты, которые вызывают вопросы. Здесь у нас в открытой зоне достаточно неаккуратный такой шов, и его видно. Также с резинками есть некоторые моменты. Я говорю именно о том, что есть перед вашими глазами, когда вы эксплуатируете автомобиль. Не какие-то закрытые участки. Изнутри как мы можем вообще закрыться? Во-первых, мы можем так закрыть дверь. Но также можем сделать это вручную, но это в случае, если у вас села батарейка. Задние окна просто вау. Именно так они открываются и закрываются, и у вас получается такая форточка даже, а не окно. Все в стиле. Наверное, вам охота взять доску для серфинга и уехать в Калифорнии куда-то в беспамятство. Самое главное, что климатическая система и на втором, и на третьем ряду сверху также есть подача воздуха. Во-первых, он всегда будет свежим, во-вторых, будет соблюдаться температурный контур. И на втором ряду регулировка отдельная. Капитанские кресла вперед-назад. Регулировка спинки. Для доступа к третьему ряду вот здесь просто есть ручка. Можно использовать нишу вот этого центрального тоннеля, если даже вы его не переставляете сюда. Вот для него крепление специальное. Вы можете использовать ее, когда он вставлен спереди. По объему салона и по внешнему виду нет вообще никаких вопросов. Это все интересно, но тот же самый функционал, допустим, исключительно ровный пол мы можем здесь получить, только если снимем сиденье и заднюю полку багажную. Но перед тем, как мы пройдем туда, хочу показать вам третий ряд и насколько он большой. Сейчас я сижу сам за собой, при этом на втором ряду очень много места, то есть я не в упор его поставил. И на первом ряду, как вы можете видеть, очень много места. Самый большой третий ряд, который я вообще когда-либо видел, точнее самый вместительный. Единственное, о чем можно сказать, что здесь не очень комфортно, это угол наклона спинки. Она достаточно прямая, ваш комфорт с точки зрения посадки может быть не самым лучшим. USB Type-C, какие-то ниши, подстаканник, мягкий подлокотник. Много такого теснения в автомобиле, как на пластике, так и на каких-то кожаных элементах. Сзади также выглядит очень все интересно. Большой значок Volkswagen, LED-линия, которая проходит через весь кузов автомобиля. ID Buzz. Единственное, что я не понял, почему точка сразу после ID и как-то вот это не центрально смотрится. Комплектация у нас максимальная. Здесь идет такая полка и под ней отсеки для хранения. Это все, конечно, можно вообще убрать полностью. Вот эти крутилочки мы поворачиваем.
И можем полностью снять эту полку. Но для чего нам она? Для того, чтобы в случае, если мы сложим все сиденья, а складывается третий ряд у нас вот так, чтобы мы получили ровный пол. Но в любом случае абсолютно ровного пола не будет, потому что между вторым и третьим рядом будет некое пространство, куда вы так или иначе будете проваливаться, либо будет проваливаться что-то, что вы туда добавите. Но если вы хотите абсолютно ровный пол, и чтобы он был внизу, то вам все вот это нужно снимать, и тогда у вас будет полностью ровный пол. Снимать в том числе сиденье. Вот здесь есть прямо ручка для переноски. Вы можете убрать из салона сиденья вот эту полку, и тогда у вас будет полностью ровный пол и максимальные возможности для перевозки. 12-вольтовая розетка, крючки, организация пространства. Можно вот так вот сложить, уголки какие-то поставить, потом их сюда же убрать, как бы ровный зазор. Ну, такая большая достаточно дырка получается. Еще вот эту часть хотел вам показать. Это, конечно, ближайшее рассмотрение, но не совсем аккуратно, при том, что с той стороны, с другой такого нет. Показал как есть, пишите, нравится вам или нет этот автомобиль. Очень хотелось показать эту машину. Она совсем недавно появилась в Америке. Всем пока!